Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я расскажу вам советы и приметы правильного обращения с солью. Соль обладает мощной энергетикой и способна считывать и воспроизводить информацию. С ней нужно аккуратно обращаться. Возьмите себе на заметку приметы про соль, и помощь будет и обезопасите себя. Рассыпать случайно соль на стол во время готовки, уборки или еды – к многочисленным мелким проблемам. Произойти они могут не только с вами, но и с вашими близкими. Чтобы водились деньги, накрывая на стол, первый ставит соль. На Западе считается, что рассыпать на столе соль в одиночестве ничего не значит или максимум предвещает вам плохое настроение. Но если вы рассыпали соль за трапезой вместе с другими людьми, то с ними вы можете в ближайшее время поссориться. Для достатка в семье на ночь на столе оставляйте соломку и краюшку хлеба. Чтобы между супругами не было скандалов, нужно насыпать в доме по углам соль. Тогда в доме всегда будет мир. Увидеть разбитую соломку во сне – к радости и приятной неожиданности. Большую роль играет то, куда просыпалась соль. Рассыпать соль на пол означает, что вас могут ждать проблемы с законом, с полицией. Если соль просыпалась прямо в еду, ждите предательства или большой ссоры. Чтобы не снились кошмары, положите под подушку мешочек с солью. Рассыпать соль рано утром, весь день на смарку. Если вы сделали это прямо перед сном, то кто-то плохо о вас думает. На Востоке также считается, что в таком случае кто-то из окружения вспомнит о данном вами ранее невыполненном обещании. Передающий соломку избавляет себя от бед и передает их тому, кто соль берет. Просыпать соль на стол и на пол одновременно – к скандалу. Держите соломку закрытой, иначе соль впитает плохую энергию, а вы потом ее употребите. Рассыпанная соль утром в понедельник означает, что на неделе стоит предельно осторожно относиться к своим обязанностям, чтобы не навлечь беду. В пятницу вечером рассыпать соль – к удачным выходным. А вот в воскресенье это может значить, что вы на прошедшей неделе сделали какой-то неправильный выбор, последствия которого проявятся чуть позднее. Рассыпать соль во сне – к унынию и безосновательной грусти у вас или у ваших близких. Если просыпали соль на стол не вы, а, скажем, ваш гость, то это может значить, что у него плохие намерения относительно вас. Возможно, он что-то замышляет или просто что-то не договаривает. Если вы просыпали соль, когда открывали новую упаковку, то ничего страшного не случится. Наоборот, это к успеху в работе, к приятным новостям. Соль лучше сохраняет свою добрую энергетику в деревянных сосудах. Если муж кажется безразличным, то посыпая его блюдо солью, проговорите, как ту соль люди в еде любят, так бы муж жену любил. Если дома часто ссорятся, насыпьте на горячую сковороду столько столовых ложек соли, сколько в вашей семье членов. Как соль начнет темнеть, скажите над ней: темное зло соль в себя вобрала, скандалы, слезы и боль, все впитала. Соль потом выбросите на перекрестке, лад в семье быстро восстановится. Покупая соль по понедельникам и субботам, можно навлечь на семью горе. Если перепутали сахар с солью, то это предвестник радостных новостей и хороших перемен. Чувствуете, что на вас глаз? Киньте в стакан с водой щепотку соли и проговорите над ним: милые сестрицы, соль да водица, засолите горе, унесите в море. Выпейте перед сном 3 глотка этой воды, а утром ею умойтесь. Нельзя одалживать соль или брать в долг. Отдавая соль, человек отдает свою удачу, а беря в долг, забирает несчастье. В карман на удачу кладут мешочек с солью, важно, чтобы она не просыпалась, иначе амулет утратит свою силу. Люди, съезжающие с квартиры, должны оставить после себя хлеб и соль, иначе неудача постигнет и их, и новых жильцов.